Привет, меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодняшний мой видеоурок будет посвящен вязанию вот такой легкой, невесомой, прозрачной паутинки. Именно сейчас вот я смотрю в кадр, и у меня отображается правильно именно цвет вот этой паутинки, именно цвет пряжи, потому что он очень-очень красивый, но его сложно поймать правильно. Этот оттенок из бежевой палитры, но со своей изюминкой, с розоватым подтоном, он так в палитре и называется розовое дерево. И раз уж я начала уже прям сразу с места в карьер от цвета пряжи, то тогда сразу я вам и покажу, из чего я вязала и какую пряжу использовала. Итак, связана у меня эта паутинка из итальянского мохера на шелке Soft Dream. Значит, по параметрам 70% супер кит мохер и 30% шелк в 25 граммах, то есть в моточке 200 метров. Значит, по расходу сразу говорю, пошло у меня на эту паутинку для размера L 4 моточка, то есть 100 грамм. А вы дальше уже отталкиваетесь от своего размера. Если больше, берете на один моточек больше, если меньше размер, там уже смотрите, берете на моточек меньше. Значит, что касается цвета. Значит, здесь указан вот оттенок 6133. И магазин дает название оттенкам, и этот оттенок именно называется розовое дерево. Очень красивый оттенок, он такой благородный, он такой глубокий и он такой необычный. Он вроде бы и бежевая палитра, но со своей изюминкой и со своим подтоном. И еще хочу обратить ваше внимание, вот так как этот мохер на шелке, вы вот можете видеть, как он красиво, деликатно вот так поблескивает. Хотя у меня сейчас за окном пасмурная погода и совершенно не солнечно, но все равно вот красота этой пряжи, ну вот прям видна очень отчетливо сейчас в кадре. Итак, значит, долго не буду занимать ваше время теорией. Коротко пробегусь, что будет в мастер-классе, и можно начинать вязать. Значит, про пряжу я вам сказала и про расход я вам сказала. Значит, паутинку именно в мастер-классе я буду вязать на размер L, но вы можете сами регулировать свой размер, потому что эта модель связана сверху вниз, регланом сверху, и благодаря длине регланной линии вы можете регулировать свой размер. Связав короче регланную линию, у вас, соответственно, будет уже изделие и немножечко уже рукав, у вас будет меньший размер. Связав длиннее регланную линию, у вас будет шире изделие, шире рукав, и получится больший размер. Итак, как я уже сказала, паутинка связана сверху вниз, регланом сверху, без швов и единым полотном. Значит, такие моменты: горловина, манжеты в рукавах и низ изделия у меня связаны в 2 нити, а само изделие у меня связано в 1 ниточку. И она вот такая вот прозрачная, нежная паутинка. Как раз соответствует этой модели и этому слову. Паутинки, они подразумеваются, что они прозрачные идут. Значит, хочу еще обратить ваше внимание на вот такую красивую регланную линию, которую я вам расскажу и покажу, как ее вязать. Вот такая отделка регланной линии у меня идет. И она очень хорошо смотрится, так как лицевая гладь в паутинке, и немножечко разбавить лицевую гладь как раз вот такой вот фактурной красивой регланной линией. Тогда смотрится интереснее изделие. Так, она такая нежная, свободная, довольно-таки широкая. Сейчас немножечко скажу вам по замерам именно на этот размер L, а вы дальше уже будете отталкиваться от своих замеров. Значит, это я вязала под заказ. Меня попросили, чтобы она была свободная, не по размеру, не облегала, а такая достаточно свободная паутинка. И я вам сейчас померяю ширину
получилась ширина изделия. Вот 60 сантиметров у меня по ширине. Но я хочу вам сказать такой нюанс. Когда я ее связала, у меня она была приблизительно по ширине 54-55 сантиметров. После ВТО у нее размеры не поменялись, она такой же и осталась. Но после того, как я ее отпарю, а я изделие из мохера отпариваю утюгом с паром на невысокой температуре, тогда все петелечки разглаживаются и ложатся очень красиво, и проявляется вот этот блеск, который есть в мохере. Так вот, после того, как я ее отпарила, вот она как раз увеличилась в размерах и получилась вот такой ширины, которая мне и была нужна. Имейте это в виду, когда будете вязать. И по длине меряю от плеча, от самой высокой точки и до низа. У меня по длине получилось 62 сантиметра. Значит, горловина в меру свободная, не узкая, но и не широкая. Она в меру свободная. На всякий случай вот я померяю вам вот на размер L. Вот я именно открытую точку, вот 25 сантиметров получилось по горловине. Как вы можете наблюдать, здесь есть классический росток, который я с вами свяжу, покажу, как он вяжется. И в принципе больше сложностей никаких нет. Рукав будете вязать по своему предпочтению. Кто-то хочет прям длинный, чтобы нависал, кто-то хочет по размеру, у кого-то рост меньше, у кого-то больше. Поэтому рукав вы будете в процессе вязания регулировать самостоятельно. Я там в процессе вязания буду вам говорить, сколько я провязала, а вы уже будете решать, сколько нужно вам вязать по ходу вязания. Когда вяжется регланом сверху, это очень удобно, можно в процессе вязания примерять. Просто надеваете петли не на одну пару спиц, а на 2 пары спиц, чтобы 2 лески было, чтобы свободно можно было надеть, примерить. И регулируйте все размеры и ширину, и длину по своему желанию и по своему предпочтению. Значит, вязала я саму паутинку на спицах номер 5, а горловину, манжеты и низ изделия, резинку, я вязала на спицах номер 4. В принципе, вот такие основные моменты, основные параметры я вам сказала. Мастер-класс будет разбит на 2 части. В первой части будет набор петель, горловина, росток. Начнем вязать регланные линии. А дальше уже в следующей части отделим тело рукавов от свитера. Свяжем тело свитера, закончим низ изделия и свяжем рукава. Все части по мере выхода я буду добавлять, то есть под первой частью я обязательно, когда выйдет вторая часть, добавлю ссылочку, под второй частью будет ссылочка на первую часть. Всегда читайте описание под видео, там дана важная информация, чтобы вы не задавали одни и те же вопросы. Все, что необходимо, я указываю, я либо рассказываю в мастер-классе, либо указываю в ссылке под описанием. Подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход в следующей части, чтобы вы не потеряли ее. Ну, в принципе, теоретическую часть я вам рассказала. Паутинка очень нежная, красивая, цвет тоже, но в палитре мохера оттенки разнообразные. Можете связать на свой вкус, какой вам оттенок нужен и больше нравится. Это уже выбирать вам. А я вам просто показываю тот вариант, из которого вязала я. Также, чтобы предупредить вопросы, обязательно ли только с мохера на шелке вязать, не обязательно. У каждого свой бюджет, у каждого свои возможности и предпочтения. Можете вязать из обычного мохера. Главное, чтобы метраж был подходящий. Вот на 100 метров здесь мы выходим на метраж, точнее на 100 грамм мы выходим на метраж 800 метров. Вот берете схожий метраж и любой мохер, который вам доступен, и вяжете такую паутинку, и она у вас получится. Также я под видео размещу ссылочку, как правильно производить ВТО и отпаривать изделия из мохера. Кто не знает, обязательно посмотрите это видео, и найдете для себя много важных и нужных моментов. Все, вводная часть у меня закончена, можно приступать к вязанию паутинки.
Итак, приступаем к вязанию. Я уже провязала резинку на горловине, не стала это писать под камеру, потому что там ничего сложного нет. Сейчас я вам все расскажу и объясню. Вы набираете на спице номер 4 необходимое количество петель. В моем случае, на мой размер, я набирала 130 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Набираете обычным классическим способом. И затем вяжете 15 рядов резинкой 3 на 2. 3 петли лицевые, 2 петли изнаночные. Только единственный нюанс: резинку вяжем в 2 нити. То есть берете 2 моточка пряжи мохера и вяжете в 2 нити. Вот я резинку в 2 нити уже провязала, 15 рядов. И теперь я, видите, отрезала вторую ниточку, моточек, и дальше я начну вязать уже свою паутинку в 1 нить. Итак, что мы делаем сейчас, после того, как вы свяжете свою резинку? Сейчас я вот довяжу 1, 2 у меня осталось петли до маркера. И теперь я буду переходить на спицы номер 5, которыми буду вязать уже все полотно свое, полностью свою паутинку. Только еще спицы берем 40 сантиметров, короткие, потому что мы еще не набрали достаточное количество петель, чтобы переходить на длинные спицы. Итак, в этом ряду установочном мы его будем провязывать только лицевыми петлями и расставлять маркеры. Итак, вот здесь у меня нарисовано, сейчас вам покажу. Вот здесь у меня нарисована схема. Сейчас я ее вам покажу поближе, чтобы вы могли заскринить. Вот схема распределения петель и точки разворота, как мы будем делать, как мы будем вывязывать с вами росток. Итак, начиная по этой схеме, мы будем сейчас с вами расставлять маркеры. Значит, маркер, который отличается от всех других и будет обозначать начало ряда, мы его пока откладываем. Берем спицы номер 5 и начинаем провязывать. Вот здесь у нас начало ряда перед первым рукавом. Значит, мы начинаем провязывать 5 петель регланной линии. Регланная линия у нас будет состоять из 5 петель. Только внимание, смотрим, как мы провязываем. Значит, первая петля регланной линии у нас изнаночная. Дальше 3 петли лицевые. И 4-я петля, и 5-я петля у нас снова изнаночная. То есть 3 лицевые петли между изнаночными. Итак, надеваем маркер. И дальше провязываем 16 петель рукава лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, 16 петель рукава провязано. Снова надеваю маркер и провязываю вторую регланную линию, тоже состоящую из 5 петель. Изнаночная петля, 3 лицевые петли и еще одна изнаночная петля. Итак, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. Надеваем маркер и теперь провязываем лицевыми петлями 37 петель спинки. Провязываем самостоятельно. Итак, 37 петель спинки провязала. Надеваю маркер. И теперь следующая регланная линия, тоже 5 петель. Изнаночная петля, 3 лицевые и изнаночная петля. Надеваю маркер. И теперь 16 петель рукава лицевыми петлями провязываем.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Надеваю маркер. И снова 5 петель последней 4-й регланной линии. Изнаночная петля, 3 лицевые, 1, 2, 3. Изнаночная петля, надеваем маркер. И дальше провязываем 41 петлю переда самостоятельно. Все, провязали мы 41 петлю переда, перешли полностью на спицы номер 5. Теперь вот этот маркер, который обозначает начало ряда, надеваем на левую спицу и начинаем вывязывать с вами росток. Сейчас мы будем вязать первый ряд ростка. Что мы с вами будем делать? Кто еще не знает, я размещу ссылку под видео, там, где я рассказываю о том, что такое росток и принципы его вязания. Кто совершенно еще ни разу не сталкивался с вывязыванием ростка, обратитесь, пожалуйста, к тому видео, вы поймете принцип вывязывания, что это такое и для чего он вяжется. Для тех, кто вязал, но для тех, кто уже вязал и знает, как это делать, и уверенно вяжет, вы просто скрините схему и вяжете его по схеме самостоятельно. А для тех, кто знает, что это такое, но еще не уверенно, вяжем со мной. Итак, вот здесь у нас начало ряда. Мы с вами будем двигаться в этом направлении и вязать вот эти все петли, пока не дойдем до второго рукава, до вот этой первой точки разворота. Итак, теперь мы начинаем с вами делать прибавки вдоль регланных линий, расширяя тело нашей паутинки и расширяя тело рукава. Значит, прибавки мы будем делать с наклоном вправо и с наклоном влево. Итак, первая прибавка у нас с наклоном вправо. Мы поднимаем протяжку между двумя петлями и надеваем ее на левую спицу вот таким вот образом. И теперь скрещенной петлей вот за переднюю стенку провязываем лицевой. Переснимаем маркер, и дальше у нас идет с вами регланная линия. Как мы ее вывязываем? Регланная линия у нас будет состоять из 4 рядов. Итак, первый ряд регланной линии. Изнаночные петли мы всегда будем вязать изнаночными, только в изнаночных рядах мы их будем провязывать лицевыми. Дальше у нас идут 3 лицевые петли. Нам нужно вот эту самую крайнюю петлю, третью, подхватить и, сейчас секундочку, подхвачу ее, подхватить и перебросить через 2 петли, вот таким образом. И теперь одну петлю мы с вами провязываем, затем делаем накид и провязываем вторую петлю. И следующая петля у нас идет изнаночная. Переодеваем маркер и делаем прибавку с наклоном влево. Тоже поднимаем протяжку, только теперь надеваем на левую спицу вот таким образом. И провязываем за заднюю стенку. Все, теперь вяжем лицевыми петлями все петли рукава до следующего маркера. Росток мы с вами будем вязать поворотными рядами, укороченными. У нас будут с вами лицевые и изнаночные ряды. Прибавки мы будем делать только в лицевых рядах, а в изнаночных
провязывать все петли по рисунку. Итак, мы дошли до маркера, нам нужно сделать правую прибавку. Поднимаем петлю, точнее протяжку, надеваем на левую спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой. Дальше регланная линия, изнаночная петля. Теперь крайнюю лицевую петлю перебрасываем через 2. Дальше провязываем лицевую, накид и лицевую. И последняя 5-я петля провязывается изнаночной. Теперь прибавка с наклоном влево. Поднимаем протяжку, надеваем вот таким образом на левую спицу и теперь за заднюю стенку провязываем лицевой. Все, вяжем петли спинки все до следующей регланной линии, до маркера самостоятельно. Итак, дошла я вот сюда до 3-й регланной линии. Делаем прибавку с наклоном вправо, поднимаем протяжку и за переднюю стенку провязываем лицевой. Дальше регланная линия, 1 изнаночная. Теперь 3-ю петлю нужно перебросить через 2. Дальше лицевая, накид, лицевая и изнаночная петля. Маркер переодеваем и прибавка с наклоном влево. Поднимаем протяжку, надеваем на левую спицу и за заднюю стенку провязываем лицевой. Так, теперь мы с вами оказались на рукаве. Вот эта цифра, вот эти все цифры означают количество петель, которые нужно провязать до точки разворота. У нас здесь по этой схеме очень легко ориентироваться, потому что везде стоят одни и те же цифры 5. Поэтому нам нужно провязать 5 петель и развернуться. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 петель, разворачиваемся. Теперь переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю и заводим рабочую нить за работу. У нас вот образуется вот такая двойная петля. И мы с вами вышли на изнаночный ряд. Дальше мы вяжем в изнаночном ряду петли все изнаночными, кроме тех петель, которые на регланных линиях в лицевом ряду вязались изнаночными, значит в изнаночном они будут вязаться лицевыми. Прибавки тоже провязываем изнаночными петлями. Вот мы вышли на регланную линию, первая петля у нас провязывается лицевой, дальше 3 петли провязывается изнаночными, в том числе и накид, изнаночными. Накид мы не провязываем скрещенной петлей, а провязываем обычной петлей, чтобы у нас образовывалась дырочка. Для рисунка нам так и нужно. И последнюю 5-ю петлю провязываем лицевой. Все. Теперь все петли спинки провязываем изнаночными петлями до следующей регланной линии. Это мы с вами вот от этой точки разворота развернулись и идем в обратном направлении. Для удобства можно отмечать пройденные точки разворота. Вяжем петли спинки самостоятельно. Вот я дошла до следующей регланной линии. Вот это у нас была прибавка. Ее изнаночной петлей провязываем. Дальше здесь 1 лицевая. Дальше изнаночная. Накид тоже изнаночной провязываем. И еще 1 изнаночная. И последняя лицевая. Так, мы с вами оказались на рукаве. Итак, здесь нам нужно провязать 5 петель, чтобы дойти до следующей точки разворота. Но когда мы вязали первый ряд, мы здесь делали уже прибавку. Поэтому мы прибавку провязываем изнаночной, но ее не считаем. А провязываем дальше 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся
на лицевую сторону, отмечаем вот эту точку разворота, мы прошли с вами, и мы снова, ой, извините, это вообще-то регланная линия, вот эту точку разворота, и мы снова разворачиваемся с вами в лицевом ряду вязать в этом направлении. Итак, мы, вот, чтобы виднее было, переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю, и теперь в лицевом ряду заводим рабочую нить вперед, и у нас образуется вот такая двойная петля. И начинаем вязать теперь лицевыми петлями. Вяжем до регланной линии. Так, вот мы дошли до маркера. В лицевых рядах мы делаем прибавки. Теперь поднимаем протяжку, надеваем на левую спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой с наклоном вправо. Дальше переснимаем маркер, и третий ряд нашей регланной линии вяжется следующим образом. Первая петля изнаночная, затем 3 петли лицевые и последняя 5-я петля тоже изнаночная петля. Переснимаем маркер, делаем прибавку с наклоном влево, вот таким образом надеваем протяжку и за заднюю стенку провязываем лицевой петлей. Все, петли спинки вяжем лицевыми самостоятельно до следующей регланной линии. Дошла до регланной линии, делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку. Дальше изнаночная петля. Изнаночная петля, 3 лицевые и изнаночная. И дальше прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Так, теперь мы с вами вяжем до той первой, до вот этой первой точки разворота, что у нас была, то есть до двойной петли. Я вам покажу, как ее провязывать. Итак, провязываем петли до двойной нашей петли. Вот у нас двойная петля. Вот 1, 2. Мы берем и под обе стеночки заводим спицу и провязываем лицевой и хорошенько подтягиваем. И дальше у нас следующая точка разворота через 5 петель. Вяжем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. Переодеваем с левой спицы на правую, переснимаем последнюю петлю и заводим рабочую нить за работой, образуя двойную петлю. Итак, отмечаем пройденную точку разворота и вяжем теперь в обратном направлении. Итак, вяжем изнаночными петлями до регланной линии. Вот у нас прибавка была, которая в лицевом ряду, мы ее вяжем изнаночной петлей. Дальше регланная линия, 1 петля лицевая, 3 петли изнаночные, это 4-й ряд регланной линии, и последняя петля, маркер зацепился, и последняя петля лицевая. Переснимаем маркер, прибавку провязываем изнаночной петлей и дальше все петли спинки провязываем самостоятельно изнаночными петлями. Дошла до регланной линии, прибавку провязываю изнаночной,
Дальше сама регланная линия. 1 петля лицевая, 3 петли изнаночные и 1 петля лицевая. Дальше прибавку изнаночной и вяжем здесь с вами до второй вот этой точки разворота, где у нас должна быть двойная изнаночная петля теперь. Вот она у нас. Вот она, двойная изнаночная петля. Мы ее должны провязать изнаночную под обе стенки. Мы заводим спицу под обе стенки вот таким образом и провязываем изнаночной петлей и подтягиваем. Теперь нам нужно с вами провязать 5 изнаночных петель и развернуться. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся, переснимаем последнюю петлю с левой спицы на правую, заводим рабочую нить вот так вперед, образуя двойную петлю. Отмечаем пройденную точку разворота и движемся теперь в обратном направлении. Мы с вами прошли все точки разворота на рукавах. Теперь мы с вами будем вязать все петли, вот здесь частично петли рукава, дальше все петли спинки, снова все петли рукава второго и будем переходить уже наперед, на точку разворота. Итак, лицевыми петлями вяжем до маркера. И так как мы с вами в лицевом ряду, мы делаем прибавку перед маркером с наклоном вправо за переднюю стенку. И теперь мы начинаем снова наш раппорт вывязывания регланной линии. Итак, первая петля изнаночная. Дальше мы третью петлю лицевую перебрасываем через 2 предыдущие. Дальше провязываем лицевую петлю, делаем накид и снова провязываем лицевую петлю. И последнюю петлю провязываем изнаночной. Перебрасываем маркер. И теперь из протяжки делаем прибавку с наклоном влево. Провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Дальше все петли спинки провязываем самостоятельно. Дошла до регланной линии, делаю прибавку с наклоном вправо, маркер. Дальше первый ряд раппорта регланной линии, изнаночная петля. Дальше третью лицевую перебрасываем через 2 предыдущие. И дальше 1 лицевая, накид, лицевая. И последнюю петлю изнаночной. Перебрасываем маркер и делаем прибавку с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше петли рукава провязываем лицевыми петлями до двойной петли. Так, вот у нас двойная петля. Мы ее провязываем лицевой за обе стенки и подтягиваем. И довязываем до конца петли рукава до маркера. Теперь мы перед маркером делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку.
Дальше вывязываем регланную линию. Изнаночная петля. Перебрасываем третью петлю через 2. Лицевая, накид, лицевая и изнаночная петля. Маркер. Теперь делаем прибавку с наклоном влево из протяжки. Это мы с вами уже перешли наперед. За заднюю стенку провязываем лицевой. И теперь вот у нас первая точка разворота. По переду нам нужно провязать 5 петель. Как вы видите, прибавку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся точно так же. Переснимаем последнюю петлю на правую спицу и протягиваем рабочую нить назад, образуя двойную петлю. Итак, отмечаем пройденную точку разворота и движемся в обратном направлении в изнаночном ряду вот сюда, до этой точки разворота, тоже по переду, которая располагается. Итак, вяжем изнаночные до маркера. Прибавку тоже вяжем изнаночной. А регланную линию вяжем по рисунку. Лицевая петля, дальше изнаночная, накид тоже изнаночная, еще раз изнаночная и последняя петля лицевая. Перебрасываем маркер. Дальше у нас прибавку вяжем изнаночной. И далее все петли рукава, петли спинки, петли рукава, регланные линии, петли спинки, петли рукава вяжем самостоятельно до вот этой регланной линии. Все петли рукава и спинки вяжем изнаночными, петли регланной линии вяжем по рисунку. Так, вот я, девочки, остановилась вот здесь на рукаве, где у нас была точка разворота. Вот у нас двойная изнаночная петля. Вот я завожу под обе стенки спицу и провязываю изнаночной петлей. И дальше довязываю изнаночными петлями все петли рукава до вот этой вот регланной линии. Итак, вот у меня регланная линия, я ее вяжу по рисунку, одна лицевая, дальше изнаночная, накид изнаночной и еще раз изнаночная и лицевая. Так, мы с вами оказались с другой стороны в изнаночном ряду на петлях переда. Итак, смотрим, нам нужно провязать 5 петель и развернуться. Но когда мы только-только с вами начинали вязание, первый ряд, мы начинали именно вот с этой точки. И мы здесь уже с вами сделали первую прибавку. Поэтому ее мы провязываем изнаночной петлей и не считаем. А вот теперь считаем 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот теперь разворачиваемся и делаем то же самое. Переснимаем последнюю петлю на правую спицу и заводим рабочую нить, перекручивая петлю таким образом, что она оказывается у нас вот такой двойной. Отмечаем пройденную точку разворота. Вот эти, чтобы петли регланной линии, я их вот так обведу в кружок, для того, чтобы они не путались у нас между точками разворота. Вот, это просто по 5 петель регланной линии я обозначила. Вот я отметила пройденную точку разворота, и развернулись мы с вами снова в лицевой ряд и будем вязать по кругу вот таким образом до тех пор, пока не дойдем аж сюда, вот до следующей точки разворота. Итак, вяжем до маркера лицевыми петлями,
И здесь вы уже знаете, что в лицевом ряду мы вдоль регланных линий делаем прибавки. Вот, дошла до маркера, делаю прибавку с наклоном вправо, перебрасываю маркер. И дальше у нас третий ряд раппорта регланной линии. Первая петля изнаночная, вторую, третью и четвертую мы провязываем лицевыми и пятую изнаночной. Перебрасываем маркер и делаем прибавку с наклоном влево. За заднюю стенку провязываем лицевой. Дальше вяжем все петли рукава лицевыми петлями. Так, дошла до регланной линии, до маркера. Прибавка с наклоном вправо за переднюю стенку. Изнаночная петля регланной линии, 3 лицевые петли и изнаночная петля. Маркер переодели и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Все. Дальше провязываем все петли спинки самостоятельно лицевыми. Петли спинки провязала, делаем прибавку перед регланной линией с наклоном вправо за переднюю стенку, провязываем. Дальше регланная линия, изнаночная петля, 3 лицевые петли и изнаночная петля. Прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше провязываем все петли рукава самостоятельно лицевыми. Дошла до регланной линии, делаем прибавку из протяжки с наклоном вправо за переднюю стенку. Дальше провязываем петли регланной линии, изнаночная, 3 лицевые, так, изнаночная, 1, 2, 3 лицевые и изнаночная, и прибавку с наклоном влево за заднюю стенку. Теперь вяжем лицевыми, это мы уже оказались на петлях переда, теперь вяжем лицевыми до двойной петли в лицевом ряду. Вот она у нас двойная петелька. Мы вводим спицу под обе стенки и провязываем лицевой петлей и подтягиваем. Дальше смотрим по схеме. Через 5 петель мы снова будем разворачиваться. Вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Развернулись, отметили точку разворота, перебросили на правую спицу последнюю петлю и завели рабочую нить назад, образовали вот такую двойную петлю разворота. Так, изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Все петли там, переда, рукава, спинки вяжем изнаночными, а петли регланной линии вяжем по рисунку. Вяжем самостоятельно до первой двойной петли в изнаночном ряду, там, где мы разворачивались с вами. Итак, я дошла вот в изнаночном ряду до двойной изнаночной петли, провязываю ее вот так с обратной стороны под обе стенки, подхватываю и провязываю изнаночной. И дальше следующие вяжу 5 петель изнаночной
до точки разворота. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся, перебрасываем последнюю петлю на правую спицу и заводим нить вот так вперед, образуя двойную петлю. Отмечаем пройденную точку разворота. Нам осталось с вами пройти по одной точке. Разворачиваемся, идем в лицевом ряду вот сюда, до последней точки разворота в лицевом ряду. Итак, вяжем до регланной линии. Помним, что в лицевых рядах мы делаем прибавки, а изнаночные ряды мы вяжем по рисунку. У нас второй раппорт регланной линии связан. С этого ряда мы начинаем новый раппорт. Итак, мы дошли до маркера, делаем правую прибавку за переднюю стенку лицевой. Дальше изнаночная петля. Итак, первый ряд раппорта. Третью петлю перебрасываем через первые 2. Дальше лицевая петля, накид, лицевая и последняя изнаночная. Перебрасываем маркер и прибавку с наклоном влево. За заднюю стенку провязываем лицевой. Так, все петли рукава вяжем самостоятельно лицевыми до следующей регланной линии. Провязала петли рукава. Делаем прибавку перед регланной линией с наклоном вправо. Дальше первый ряд раппорта регланной линии, 1 петля изнаночная. Дальше третью лицевую петлю перебрасываем через 2. Дальше лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Перебрасываем маркер и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Так, петли спинки самостоятельно провязываем. Так, дошла до следующей регланной линии, проделываем все то же самое. Прибавка с наклоном вправо. Дальше изнаночная петля. Дальше третью петлю перебрасываем через 2. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная и прибавка с наклоном влево. Дальше вяжем все петли рукава и еще одна регланная линия перед петлями переда. Так, прибавка с наклоном вправо, изнаночная петля регланной линии, третью перебрасываем, третью лицевую перебрасываем через 2 предыдущие. Дальше лицевая, накид, лицевая, изнаночная, маркер, прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. И теперь вяжем лицевыми петлями до двойной петли. Там, где мы в прошлом лицевом ряду разворачивались. Так, вот она, двойная петля. Провязываем ее за обе стенки лицевой. И дальше еще раз 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отметили. Так, в лицевом ряду мы прошли уже с вами все точки разворота. Разворачиваемся, переодеваем последнюю петлю и заводим рабочую нить за работу, образовывая двойную. Таким образом мы с вами оказались в изнаночном ряду. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Все петли изнаночными, а петли регланной линии по рисунку. Вяжем до того момента,
пока не дойдем вот до предыдущей точки разворота двойной изнаночной петли. Все, вяжем самостоятельно изнаночный ряд. Так, дошла я до вот этой петли, до точки разворота. Вот двойная петля. С изнаночной стороны за обе стенки подхватываю и провязываю изнаночной петлей. И провязываю последние 5 петель до разворота изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваемся. Отмечаем, что мы прошли эту точку разворота. Точно так же перебрасываем на правую спицу последнюю петлю и заводим рабочую нить таким образом, чтобы образовалась двойная петля. Итак, мы вышли с вами на лицевой ряд, и с этого момента мы поворотными рядами больше вязать не будем. Мы будем вязать теперь только лицевыми рядами. И теперь у нас будет не лицевой изнаночный ряд, а нечетный и четный ряд. В нечетном ряду мы будем делать с вами прибавки, а четный ряд вязать по рисунку. В нечетном ряду мы будем с вами вязать раппорт узора регланной линии, а четные ряды мы будем провязывать по рисунку. Итак, у нас первый нечетный ряд. Мы его провязываем лицевыми петлями, точно так же, как мы провязывали до этого. Вдоль регланных линий мы будем делать прибавки с наклоном вправо и с наклоном влево, а в самой регланной линии мы будем вывязывать рисунок. Я сейчас вам покажу на примере первой регланной линии, и дальше будете вязать самостоятельно до определенного момента, до какого я покажу. Итак, доходим до первой регланной линии. У нас как раз начинается новый раппорт. Итак, провязываем прибавку с наклоном вправо, как обычно мы это делаем. Дальше переодеваем маркер. Так. И у нас новый раппорт в регланной линии. Первая петля у нас изнаночная. Простите, у нас не новый раппорт. У нас третий ряд регланной линии. Итак, в третьем ряду мы 3 центральные лицевые петли провязываем просто лицевыми петлями. 1, 2, 3 и снова изнаночная петля. Перебросили маркер и прибавка с наклоном влево. Вот таким образом мы провязываем в этом ряду все регланные линии. Дальше вяжем самостоятельно вот так по кругу до вот этой последней точки разворота, до двойной лицевой петли. Дальше встретимся и будем замыкать наше изделие в круг, то есть выходить на круговой лицевой ряд. Итак, вот я дошла в своем лицевом нечетном ряду до двойной петли, провязываю ее так же, как мы провязывали до этого. И дальше вяжем лицевыми петлями, уже по кругу не разворачиваясь, до следующей двойной петли. Это мы с вами выходим на круговой ряд. Итак, вот мы дошли вот до двойной петли. Как мы с вами ее провяжем? Смотрите, вот здесь у нас сверху идет вот такой, как накид. Мы распустим предыдущую петлю и провяжем вот вместе с вот этим накидом. Вместе хорошенько подтянем. А следующую провязываем лицевой и дальше выходим на лицевые петли и вяжем до конца ряда. Вяжем до маркера
начало ряда. Итак, мы вышли на круговое вязание, и первый нечетный ряд мы провязали. Дальше мы провяжем второй ряд четный. Четные ряды мы провязываем так, как мы провязывали в изнаночном ряду, только все петли вяжем лицевыми, а в регланных линиях все петли вяжем по рисунку. Все точно так же. Прибавок не делаем, вяжем все петли лицевыми, а в регланной линии петли по рисунку. Первая изнаночная, дальше 3 лицевые и последняя тоже изнаночная. И все остальные петли рукава, спинки и переда вяжем лицевыми петлями. Вяжем этот второй ряд самостоятельно. Все, мы связали с вами горловину и связали с вами росток. Вот такая красивая регланная линия у нас с вами получается. Дальше вяжем самостоятельно, чередуя нечетные и четные ряды. В нечетных рядах делаем прибавки и вывязываем раппорт рисунка регланной линии, а в четных рядах все петли провязываем по рисунку без всяких прибавлений. И вяжем таким образом необходимую длину регланной линии, тем самым корректируя свой размер. На размер S приблизительно 18 сантиметров плюс-минус регланная линия, на размер M приблизительно 20 сантиметров плюс-минус, на размер L где-то 22 сантиметра и так далее. Прибавляем для каждого размера пару сантиметров регланной линии. Прибавки делаем через ряд и встретимся тогда, когда необходимая длина регланной линии и ширина нашей паутинки будет связана, и мы будем отделять с вами петли рукава от петель переда и спинки. Первая часть на этом закончена. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписался, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход второй части. А на сегодня у меня все.